Здорово, ребятушки и петушки, так скажем. Шучу. Шутка была, шутка. Начинаем дальше проходить Алану Вейка. Да. С мощным фонариком в жопе, в заду точнее. И со стропонами 5 в руках. Так, там какая-то секретка есть. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Опа. 5 ракетниц. Вот это заебись сюда, как говорится. Прицел. Кого прицельнуть? Кого убить? Капец, сколько у меня всего каких патронов. Сколько у меня всякие всячины. Я же готов с двумя сразу боссами сражаться. Такая музыка, прям как будто я в каком-то острове. Это в таком джунгле как будто. Обратно будет, конечно, выбраться проблематично. Грубо говоря, надо будет искать какой-то другой путь. Поэтому пути мы уже не вернемся. Однозначно. Надо здесь хоть тут будет что-нибудь жесткое. Типа тут темно. Шахта. Все будет что-то веселое, надеюсь. Так, ага. Столько патронов просто у меня и так далее. Я прям готов драться со стаей. О, да, сейчас будет стая. Алан. Там что-то будет жесткое. Давайте чекнем. Меня там зовут. Да. Я иду, милая. Милая любовница, как говорится, да? Without warning, the headache stabbed at my brain. Но я по тому пути пошел. Там было написано что-то плохое. Я хочу типа чекнуть. Alice?
Ох, крики-то ужасные. Бля. I'm losing it. I gotta get out of here. The hunters were big, Крепкие thick-set коренастые men, охотники были confident уверены в and at себе, а home in лес the считали woods. They were считали feeling лес good, родным running домом. on beer, Им ghost нравилось stories, and засиживать за camaraderie late полночь into в the night. дружеских компаниях, It попивая did them пивко no и good, наслаждаясь as they историями were о taken by the призраках. dark Но все presence, это не помогло, sucked когда deep темная into a сущность darkness захватила far их worse than и any утащила во ghost story тьму, they ever которая told была or heard. страшнее, чем самая ужасная из рассказанных историй. Заебись. Ух ты, блядь, ёпты, я ж, блядь, не пройду. Я так понимаю, я только сюда за страницей пришел, потому что если я сюда нырну, типа, мне будет пиздец. Блять. Нет, все, уходим отсюда. Я только сюда за страницей пришел, я понял, что я сюда пришел. Там по воде, я почти уверен, что если мы туда нырнем, нам пизда будет. Зачем я сюда пришел за страницей? Я думал, тут что-то какой-нибудь боссик будет веселенький такой. Какая-нибудь пизделка будет сочная, страстненькая. Типа я вообще готов, у меня тут вообще все есть. Вообще любую тьму готов победить просто. Просто выходи, как говорится, на бой. Так. Ага. Темно, конечно, тут. Ну не прям как в жопе негра, так, средняя. Так, вот сейчас будет пизделка, окей. Наконец-то. Давайте. Ну. Или вот тут будет написано про нашу пизделку, да? Даже за закрытыми дверями и задернутыми занавесками в обшарпанной комнатке местного мотеля Majestic Найтингейл ощущал взгляды местных жителей и их давящее неодобрение. Это ФБРовцы, Найт солгал. Он заставил себя выбросить это из головы. Очевидно, чары Вейка распространились на всех и каждого, но чтобы сделать работу, нужно выполнять свои обязанности. Он отхлебнул с бутылки и успокоился. «Пожалуйста», — подумал он, — «дайте мне с этим разделаться». Да, это еще ФБР. ФБРовец, полицейский это. Найтингейл этот. Если кто вдруг не помнит. О! Наконец-то, а то скучно что-то стало. Давай, ох, еще один. Ого, тут вас много. Да, слишком просто как-то. Все-таки использовать надо вот эту штуку, наверное. Хотя, если будут внезапные атаки, лучше гранаты, на самом деле. Если какие-то внезапные, как сейчас, со всех сторон. Типа, если бы с одной стороны, то хорошо, а тут с разных сторон. Что-то здоровье слишком медленно восполняется. А оно уже должно было восполниться так-то. Что-то прям очень медленно восполняется здоровье. Плохо. Так. Налево пойдешь, пизды получишь. Направо пойдешь, выйдешь из этого ада. Мы пойдем, конечно же, налево. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Так. Надо, типа, на сюда начали его поставить, чтобы я мог вот так сделать. А потом поднять его выше. Понятно, лесенки. Стоп. Мне надо на этот уровень, да, я понимаю, но просто криво как-то встает.
Ух ты ж ебать, я понял, почему криво встает. Вот почему, бля. Хочется все скрещит, все трещит по швам, блять, пиздец вообще полный. Так, все идеально. На идеальничах. Так, Салан, поднимайся по лестнице, пожалуйста. Так. Стоп. Ясно. Понятно. Окей. Я думал, там сразу будет уже подъем наверх, но нет уж, херушки. Так просто, блядь, ничего не бывает в этой жизни. Вначале надо вот так, блядь. Проделать вот такой путь. Окей. Так. Так. Пник. Ой, зачем вот это надо было добавлять в эту игру? Вот зачем? Вот зачем эту поебатню надо было добавлять в Алана Вейка? Вот зачем, блядь? Зачем я, блядь, должен эту хуйню страдать? Лучше побольше монстров, блядь, бы добавили. Хуя, блядь, не... Не, там хоть не хуёво, надо ниже. Так надо. Нахуя вот, блядь, я просто сейчас потратил там, допустим, 10 минут геймплея на то, что, блядь, просто лесенку, блядь, перестраивать. Ну что это такое? Разработчики, блядь, вы шо? Дебилы, блядь, видимо, да. Окей, ладно. Идем дальше. Так. Пну. Ты, блядь, сильный, ты, ебать, нихуя себе ты вообще даешь. Типа нам надо вниз, но я пойду наверх. Чекну, что там наверху. Просто листок, да? На обратном пути, наверное, тут еще, наверное, этим будут, да, балбесы попадутся, не дай бог. За окнами особняка на озере Колдерн полыхнула молния. Тор Андерсон расхохотался и занес над головой стальной молоток. Сестра Синклер пыталась его утихомирить, но безуспешно. Тор безумно ухмыльнулся и заорал: «Мой молот наготове. Вот тебе, девка, дружеский тычок от Мьёльнира». И он со всей силы опустил молоток на голову Синклер. Мы вернулись, детка. Какой-то Тор еще, блядь. Так, если сейчас будут челики, я лучше потрачу вот это. И патроны, наверное. Чем буду тратить гранату? Граната слишком амбовая тут. Нет, челиков нету, заебись, бежим. Блять. Такс. Черт, в это вот. Нахуя это надо было тут вводить? Даже на сцене стрим ищем недостатки Алана Вейка просто. Игры Алана Вейка. Это патроны. Да, один раз ты уже ёбнулся на таком. Причем будет второй раз бы не ёбнулся. Давайте босса мне, пожалуйста. Хочу с боссом драться.
Все, прожили мы атаку эту. Тупо доставка пиццы, блядь. О, да, он скучал. Ага, трек. Shit. Жестко, жестко. Что так много всего дают, а противников вообще нету. Я хочу противников. Пум просто. Хочется выстрелить. Так. Вот сейчас будут противники родные. Давайте. Уходите. Окей. Суки. Нашли дурака. Бать, мне же предел всего. Точно босс будет, инфосотка. Я хочу с боссом подраться, чё. Что-то совсем скучно уже стало с этими мелкими драться, дебилами. Так что? Босик, босик. Да. С двух сторон, блядь. Ой, ясно, блядь. Я ожидал боссика. Вот. Хочу босса уже. А, кстати, я же могу там, наверное, вернуться, да? Зачем мне будет? Да, похуй. Нет, вернусь все-таки. Все-таки высокий уровень сложности надо возвращаться в таких моментах. Подбирать остатки роскоши. А то так босс будет, и я его не выиграю еще. Все. Фулвы. Чего тут? Классное ружье, снова патрон убивает. Мелких челиков, это вообще мне нравится. Так, ладно, идем дальше. Давайте еще. Так, налево. Туда, да? Окей, окей. Так, секреточка.
Веточку мы надыбали. Без вопросов. Ого, а тут что? Понял. Mod had checked Мод all of проверил Stucky's все cabins. съемные There had been коттеджи. no sign of the wakes. Стаки. It was dark when he'd found their car Вейков parked at the end нигде of the не road было. by Уже Cauldron стемнело. Lake. Когда он обнаружил их made no машину, sense. припаркованную в конце They must have дороги taken у a озера wrong Колдерн, turn. это была какая-то But there was no бессмыслица. sign of them, Вейки and the car had been there должно for быть, hours туда already. свернули, но их не было и следа. Mod Машина stood on явно the rotten торчала тут ruin уже of не the первый footbridge час. that had once led to Раздостаточный Durandal before мод it стоял sank на beneath the waves прогнивших years ago. остатках The boss пешеходного wouldn't be моста, happy. который когда-то вел к острову ныряльщика, до того, как остров ушел под воду много лет назад. Боссу это не понравилось, понятно. Это, короче, их там агент по недвижимости, которым нашел тут нормальную хату, он их искал по городу, нашел, что они около этого заброшенного, точнее, погрузившегося в воду коттеджа, которого нету, но они бы типа были там. Охуенно, да? Так вот бывает. Пнуть, столкнуть. Ебать силач. Бодибилдер. Пнул. Понятно, вообще все ломаешь на своем пути, вообще пиздец. Жесткий челик, жесткий. Че тут-то, типа, будет, это будет встреча, или тут босс будет? Я надеюсь, босс. А, ты там закрыто, да? Охуенно. Пнуть. Том. А, мисс. Скучал по мне, Том? Поговори со мной, Том. ЦВ любит ТЗ. Ох, бля. Надеюсь, сейчас будет босс. Пожалуйста. Прошу, игра. Дай мне босса. Какой-нибудь сложного до пизды, что у меня жопа горела. Потому что патронов тут просто хуево туча. Как раз для босса прям вот все. Скажу, что это было просто. Не скажу, что это было прям просто, да. Это было совсем что-то как-то непросто. Я просто не ожидал, что их настолько много будет. Совсем что-то я этого не ожидал. Вообще тупо нежданное было. Нормально? Не, я уже привык, мне уже нормально.
Мне уже все, привет. Привет, Ханжик, кстати, да. Мне уже нормально все на хард режиме. Спокойно уже прохожу. Не страшно уже. Я наоборот уже хочу драться. Мне уже прям по кайфу. Пиздиться наоборот. Что так? Рассказывай там, как дела, чем занимался, что делаешь. Кроме того, что смотришь меня, может, кушаешь, пьешь чай. Не знаю, там. Может, на работе вообще, кто знает. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Интересная инфа. Ага, окей. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Окей, Ханжик, окей. Спасибо в любом случае, что зашел. Wait, are you? Wait. Hey, I'm here! I'm coming! No, get away! Sorry, please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make a play ball. You see? They get him writing for us. Please. Please. Может, на самом деле, типа, Элис вообще убили, типа она утонула. И, типа, Алан Вейк из этого вообще свихнулся, кстати. Написал эту хуёвую книгу, из которой вся вот эта хрень. Для вообще он в психушке сейчас, а ему все это как в психушке там мерещится. Вот интересно, такой конец будет. Надо чекнуть. Че, его тьма тоже, что ли, поразила? Вспоминает, что там делал. Прошли. Слушаем охуенную музычку. With a drunk midwife, who's that yonder hole in flames, dragging behind him a sack of chains? Who's that yonder hole in flames? Well, up jumped the devil and he staked his claim. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Правда. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now.
The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Да хер поймешь, что правда, что неправда, блядь, что ложь, уже, блядь, запутался я сам тоже. Сложно реально понять, что тут происходит. Ну, тут специально так сюжет построен, чтобы I было felt лучше понять. groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. Ну, со стороны посмотреть, тут реально похоже просто на сумасшедшего, все, что происходит. The door was locked. I was a prisoner here. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Ну, прямо психушки. Неудивительно. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Типа часы или что это? За гранью тени, где ты ютишься, сверкает чудо. Память о близком друге кто? Поэте, ТЗ. Красиво тут. Never get tired of this. Ну знаешь, что не вяжется со всем этим сюжетом? Если это правда, типа, ему все приснилось. То, что, типа, они приехали на остров вместе с Элис, и Элис там тоже была в том доме. То есть, понимаете? Скорее всего, все-таки это не его психоз, а это, скорее всего, правда. То, что Элис в темные силы утащили.
Потому что Элис тоже была на том острове. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. You need to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Он слишком сумасшедший. Yeah, that's right. I got you. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video games. It's trash, of course, but it does involve some small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Буддист. Клон буддист. Come, Alan, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Просто на озере Колдрон. Мы окажем всю необходимую помощь. Попросим друзей при заранее планировать посещение, чтобы не выходили на ваше время лечебных процедур. Да, психушка ебучая. My rheumatism is killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Tor. They had a heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while.
Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Чего они там ему дали? Зейн ощущал, как рождаются стихи, обретают форму, изменяя мир. Он пробовал то одно, то другое, и казалось почти, что чувствовал силу, которая принадлежит клавишам печатной машинки. Проще говорил, тетрадь смерти. Это порождало в нем ликование, но в то же время страх. Если бы не молодой помощник Эмиль, он бы бросил это дело. Однако Эмиль убеждал его продолжать. Эмиль тоже умел обращаться со словами. Такс. Or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, got any booze on you? Yeah, no. Sorry, we have guys. a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Dream and you can't wake up. Tom just lost his own. Oh, hello. Baba I've Yaga painted got you. to him too, Okay. the damn I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman makes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think. And when it's in slow motion, they call it mullet time because the numbers came. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Where the hell did he get a damn hammer? My hammer's up. Here's a friendly poke from me, old little wench. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Come out and face the music, Birch. It's time to pay the piper. Эти зачем-то тут не понаделали, мы пытаемся в это время сбежать. Hartman, do you hear me? I'm gonna do your crazy quack ass to shreds. Barry? Ow! About time! Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's... Откуда ты здесь? These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see?
Together we can create something absolutely wonderful with your ability and mine. Сейчас у него улыбка была реально. The dark presence would be on me in a moment. I had to find a way out. Bookshelves out of my way. Как? Тоже проходу, что ли? Тут-то как пройти? Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the writer hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was... Да, короче, понятно, короче, все правда это. Тот все сделал. Хардман. But the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh, God! Look at the house, Al! Oh, jeez, Al! The house looks bad! Let's get out of here! Сейчас, блядь.
напасть. Эмиль. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area surrounding an unlikely centerpiece. A full-size stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, Что опять же Тврайт написал, да? Что-то меня маленький слишком сильно побил. Не ждал я такого момента. Ладно, сейчас быстро пробежим. Не ожидал я такого поворота, вообще большой был. Не ожидал такого момента. О, ты не сразу появлялся, и да? Батареек тратить. Шахтус много. Сейчас, Hartman hurried down the corridor. He disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Че он там решил проверить, что-то не понял. А че все по пизде пошло, что-то не понял. Сумасшедший тут пиздит. А, это Харт.
Потно. Для меня все просто. Так, стоп. А, тут вот спуск вниз. Так. Так. Пока все изи. Как правда тут медленно останавливается, не расстраивает меня этот момент. У меня есть ракетница, если прям на меня жестко нападут, я под ногу прям ракетницу ёбну. Под ноги. Он тут ключ. Мод в ответе. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and growl, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Ой, так это что, все подстава была с самого начала, типа, ебать? Нихуя себе, блядь. То есть, скорее всего, когда он уже приехал, все это было подстроено с этим всем, наверное, островом, все такое, наверное, да? То как-то они все подстроили, видимо. Заранее, ебать, нихуя. Как я пока понимаю. Подошел, называется, к ней. Так я ж там все подобрал, да? Мы там все уже, да. О, ползайте из тени. Ты же нажал. Я же опять нажал. Блядь, ты что, чтобы револьвер уже перезарядить, это вообще там, блядь, ёбнуться надо. Пока Барри просто радовался, что выжил после падения, Алла не была рядом забраться назад было нелегко. Барри сказал себе, что все будет в порядке ночью в мрачном лесу. Просто придется подождать, пока Алла не найдет пути вниз. Услышав тяжелые шаги, Барри обернулся и увидел, как там из кустов метнулась тень в форме человека с высоко нанесенным топором. Барри закричал и скинул руками. Мир взорвался. Оу, Барри, жалко тебя, Барри сдохнет. Ясно. Опять вот так вот бывает. Бывает, Барри. Эмиль, что-то там. Что это там? Ага. Запомнил, что-то. Заебали меня из нет попадать, честно.
Подарили бы с одной стороны или там с двух сторон. Они, блядь, вообще, блядь, прям на том ебали, прям на твоем сразу появляются. Это реально бесит. Вот что ли будет опять. Слишком много что-то всего дают. Это будет босик. Или жесткая заваруха. А там что? Там нас ждет Барри. Страница моя, да? Хартман смотрел, как социал Вейка сходит напряжение. Парень был упрямец, нечего с ним говорить. Даже лежа он почти умудрился второй раз сломать Хартману нос. Но со временем он смог прогнуть Вейка и дать ему нужное направление. Да, Вейк был самым многообещающим. Со временем Тома, не со временем. Несомненно. Со времен Тома. Хорошо снов, Алан. Прошу, Хартман, а я уже тебе позабочусь. Окей. Позаботься обо мне. Кому дробинку жопку, кому дробинку жопку. Ой-ой-ой. Ow! You're alive! Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry! Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Пидорас, блядь, пока меня стрелял, блядь, этот дробовик, блин, 2 патрона, ебаный в рот. Ох. Окей, я сам просил босика. Я не спорю, что я хочу босика. Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! it's gotta be here! Just hang on now! Пиздец, блядь. Обычный для всех случаев. Они просто со всех сторон, блядь, тут даже не пустой, ни за что обороняться, блядь. Дай-ка, блядь, это. Just hang on, Al! Oh, hey! Ох, бля. Это пиздец сложно.
Это просто пиздец сложно. Hurry up, Barry! I'm on it! It's gotta be here! Just hang on, Al! Такая сейчас. Быстрее, быстрее, быстрее. I found it! I found it! Ah, no, wait, that's a twig! Here it is! Это просто невозможно, пиздец. Их там очень много. Прям очень. Есть одна безумная идея. Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! For the nearest, you're now leaving Bright Falls. Come back soon sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Правда, Барри задохнет, к сожалению. Кажись. Наши рукописи. Может, солярий. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al,
How can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. You just need to find it. Look out! Надеюсь, он в порядке. I had lost my gun in the crash. Вот, Barry was nowhere to be seen. Барри сдохнет, скорее всего. Так. Блин, я думаю, закончить на этом или не закончить на этом. Давайте еще 15 минут поиграю, ладно. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Ah, Al, there's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you all right? I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. А в курсе, да, что меня нету? Нихуя, да? Они не в курсе, When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby ash. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Так,
Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy of Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hands shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to... I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Так, ладно, ребят, мы на этом закончим. До следующего включения, до следующего прохождения этого Алана Вейка, упоротого. Всем спасибо, кто смотрит в повторе, всем спасибо, кто смотрел в онлайне. Всем до скорого, всем пока, ребят.